Да. Во-первых, мама, как она говорит, прежде всего я мама, 7 детей, из которых 5 усыновленных, и 13 лет с мужем занимались профессионально фостерной семьей были, поэтому многие дети прошли. Педагог по образованию, медицинская сестра, поэтому детей с особенностями принимают и на время, и на постоянное усыновление. И оратор, тренер для специалистов, консультант для приемных семей, человек с очень богатым опытом практической работы и опытом преподавания. Я вам в 2 словах регламент напомню, на всякий случай. Начинаем в 11, завтра также. Перерыв у нас первый в 12:45, кофе, плюшки. Поступили просьбы со стороны ваших же коллег, пожалуйста, не берите по 10 плюшек, позаботьтесь о ближнем. Они примерно по 1 штуке рассчитаны на человека, потому что, видимо, кому-то вчера не досталось. Второй перерыв на обед в 15:15. Можно в кафетерии, который здесь, они тоже первое, второе привозят, можно выйти на улицу Империал или около метро Макдональдс. В 16:15 собираемся снова и в 18:00 заканчиваем. Во второй половине дня большая просьба будет лежать анкетка у вас на стуле, и ее нужно будет заполнить. Ресепшн, вы знаете где, да, любые вопросы к девочкам на ресепшн, там же книги находятся. Сегодня Гоша здесь где-то бродит, поэтому кто хочет у него, можно тоже получить подпись. Okay, Stacey, you're welcome, thank you. So last night I got to visit the Red Square. Вчера вечером побывала на Красной площади. And it was so beautiful, and I stayed out way too late. Очень красиво там, и, конечно же, легла спать поздно из-за этого. But what an awesome place that you have here. Но вы живете в удивительном месте. I got to meet with the psychologists that are speaking upstairs. Говорила с специалистами, которые выступают на другом потоке. And it's always interesting to see how others are treating reactive attachment disorder and developmental trauma. И интересно всегда поговорить с другими людьми о том, как они относятся к травме и к расстройству привязанности. And so I asked them, what do you target, when you're doing therapies, what do you target the most? Я спросила, вы вообще с чем пытаетесь в первую очередь работать, когда работаете с расстройством привязанности и травмой? And it was neat to learn that their belief system and what they target is the same as what I have learned and am teaching. И интересно, что они, их убеждения и их методы именно такие же, которые у меня. They said that 80% of their treatment is focused on helping the parent be able to help the child. И 80% их работы направлены на то, чтобы помочь родителю, помочь своему ребенку. Which we all know is the hardest part, right? И, конечно, мы же сами знаем, что это самое сложное. It is hard to stay regulated and calm when our kids are acting out. Самое сложное оставаться спокойным, урегулированным, когда дети выкидывают различные вещи. They also said a huge majority of their treatment is helping the marriage and the family. И тоже наши специалисты поделились тем, что огромная часть в терапии, которую они практикуют, это помощь семьям, взаимоотношения между супругами. Because when the mother and father are strong and they have a one unit, it makes for a stronger family. Потому что когда мама с папой едины, лечение ребенка будет намного лучше, и когда родители сами сильны. So then I asked, but what do you do when you're a single parent or things are not well with your spouse? Я спросила, что делать же родителям, которые воспитывают одни, либо в браке сложности какие-то. And so his answer was, they always recommend having people in your life that can come alongside of you. И они сказали, что мы советуем в таких случаях всегда найти человека, который будет вашим помощником, вашей передышкой и поддержкой. And if there's one thing that you guys are able to take from this weekend, is that you need a village of people to help you. И если вы забудете все, о чем мы говорили на этих семинарах, помните только одно, что для того, чтобы вырастить вашего ребенка, вам нужна деревня целая. And as we start working through behaviors and things like that,
I want us to start working as a group through those things. И по мере того, как мы будем разбирать различные проблемы поведенческие, хочу, чтобы мы в группе прорабатывали эти вещи. Because we are not meant to do this alone. Потому что никто не задумал нам проходить через вот эти сложности в одиночестве. And so I hope that you guys find other people and other supportive friends among the people here. Я очень надеюсь, что даже в этой группе вы найдете для себя поддержку и помощников. Some of my greatest friends and supporters are adoptive moms that don't live in my town. И лично люди, которые поддерживают меня больше всех, это родители приемные, которые даже живут не в моем городе. I've met them and talked to them through social media. Я с ними познакомилась через социальные сети. And it's always nice when I see something that I've not experienced before and they say, oh yeah, I've done that. И особенно помогает, когда у меня возникает ситуация, с которой я не сталкивалась, а мне другие родители говорят, мы это видели, знаем, как с этим справиться. And they don't always fix or help me answer the problem, but what they do is make me feel like I'm not alone. И, может быть, не всегда они могут решить, помочь мне решить мою ситуацию, но, по крайней мере, они помогают мне чувствовать себя в команде, что я не одинока с этой проблемой. Alright, so let's go ahead and we're going to start with some questions from yesterday. Мы начнем ответом на некоторые вопросы, которые остались после вчерашнего выступления. And then we're going to jump into the materials. Потом мы перейдем опять к слайдам. And today I want to cover 4 topics. Сегодня хочу поговорить на 4 темы. We're going to learn about feedback loops. Мы поговорим о обратной связи, вот циклы внутренней обратной связи. Reflective functioning. Есть такой термин, называется рефлексивное функционирование. Я сегодня утром посмотрела в интернете, этот термин могут называть ментализацией тоже. Вы себе, они будут в слайдах, вы можете прийти домой и побольше посмотреть. Это как-то даже для меня новый термин, я его раньше не слышала. Our windows of tolerance. Об окнах толерантности. And the stress model. И модель стресса. So we got lots of work today. Итак, у нас сегодня огромный материал. All right, so you know what? Actually, let's start with this. I would love to ask one thing you learned yesterday that you did not know before. Давайте начнем с того, что я бы хотела попросить кого-то поделиться тем, что вы вчера узнали впервые. And I hope you can think of one thing. Ну, одно, что-то, что вы вот раньше не знали об этом, а вчера узнали. Вот микрофон у нас бежит. Я вчера про вот эту шкалу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я всегда говорила своему ребенку, что такое 7, что такое 8, почему это так? Я всегда знала, что у него было 1, 2, 3, но сейчас меня это успокаивает. И я пересмотрела полностью свою позицию. Вот, спасибо, благодарю. Мне очень понравился наглядный пример со сломанным мозгом. Откуда начинать? Что часто я тоже поступаю именно так вот, соединяя. Спасибо. And I'm excited because I'm going to add something to the hand that's going to help you even more. И я рада слышать это, потому что сегодня я добавлю еще что-то, что поможет вам еще больше понять вот эту модель. Because today we're going to get into some good stuff. Сегодня мы будем интересные, глубокие вещи учить, запоминать. Я узнала, что мозг развивается снизу вверх и изнутри наружу. Меня вчера очень удивило, что много небольших травм иной раз имеют больше эффект, чем одна большая. Yeah, it's cumulative trauma is worse. Да, что маленькие повторяющиеся травмы намного хуже могут быть, чем одно большое травмирующее событие. Let me ask everyone this. If I were to give you
3 types of abuse. I want you to tell me which one would cause the most damage. Итак, вопрос такой, если бы я назвала вам 3 травмирующих, нет, если бы я попросила вас назвать 3 травмирующих события, какие события вы бы назвали, которые вот ужасные, самые травмирующие? This is in a child. В детях. Okay. Physical abuse, Физическое насилие, sexual abuse, сексуальное насилие or neglect. или депривация, пренебрежение, да, пренебрежение. This neglect. Absolutely. Neglect causes the most long-term damage. Пренебрежение травмирует детей намного хуже, больнее, сильнее, чем вот 2 других. But on the flip side is the hardest to identify or to fix as far as in the home what you see. Но когда вот в своем доме, в повседневности, вот этот вид травмы сложнее всего увидеть и исцелить. Мы говорим про пренебрежение. Я узнала, что не только нарушение привязанности является проблемой для ребенка, оказывается, еще есть 6 других вещей, которые нарушают вообще развитие ребенка. Those are huge in the puzzle, and we're going to go over those more today. И мы сегодня будем еще говорить про все вот эти компоненты пазла. Мне очень понравился вчера ваш вопрос, что больше всего повлияло на ваше развитие, что вам дали родители. Влияние или контроль? И я вспомнила, что у меня не были простые отношения в семье с родителями, но я вспомнила, что очень часто мой папа приходил ко мне минут на 10 посидеть перед сном. И как то, что повлияло на меня больше всего, я вспомнила это. И когда вы говорили про подростков, что может быть важнее, чем разговор об учебе, о чем бы то ни было, это вот эти 15 минут, я за это очень благодарна. And I'm getting tears in my eyes because I imagine your father sitting with you and giving you 10 minutes every day. И это для меня очень трогательно слышать, потому что я представляю, как папа каждый день с вами 10 минут своего времени вам каждый день посвящал. You guys have learned a ton. Очень многому вы научились. Очень часто я боролась не с причиной, а вот с внешними какими-то проявлениями. И вчера по поводу лжи, когда вы говорили, да, мы имеем дело не с этим, а с тем, что лежит в корне, это страх. И я думаю, что я буду работать в этом направлении. И за каждым проявлением ребенка я буду смотреть, в чем причина, чтобы... Абсолютно. Спасибо. Right. The question, do you want to read this out loud? Вопрос по-русски. Ой. Well, there is a translation, I just don't know where the question is. Тут просто перевод только мне дали. Как мы можем уменьшить травму? Как мы можем уменьшить травму семьи и детей, когда рождается ребенок с особыми нуждами? То есть родился ребенок с нуждами особыми, и что нужно сделать, чтобы не травмировать остальных? Да, если трудно. Let's do it. Давай. Okay. Окей. Okay, right. We're going to reread this. Is it traumatic to biological children when one more kid is adopted? If so, how to minimize it? Травмирует ли биологических детей усыновление еще детей, усыновление других детей? И как вообще минимизировать травму, насколько я понимаю, хотели спросить. Я не вижу русских карточек, переводчик перевела. Не знаю, какой был вопрос оригинально. Okay,
So, is it traumatic for our children when we adopt or bring in new children? Итак, мы поговорим о том, насколько травмирует биологических детей усыновление других. What are your thoughts? Как вы думаете? Yes, it's very typical. Right? Is it traumatic when we bring home any new child? А детей травмирует вообще, когда мы добавляем, любого ребенка в семью добавляем. But this is a little different, right? Конечно, усыновление, принятие в семью немножко отличается. So I think we minimize it by preparing our children for what's going to happen. И минимизировать травму мы можем, подготовив ребенка к изменениям. And so if I am bringing a child in, my children need to understand that they are going to have behaviors and needs. И мои дети должны осознавать, что новый ребенок, пришедший в нашу семью, будет вести себя как-то по-особенному, и у него будут нужды. And that what is important is that they understand that there's going to be a period of time that is pretty rocky in the beginning. И дети должны понимать, что будет период адаптации. But that's where, as a family, we're going to all come together to help. Но мы всей семьей, работая вместе, поможем ребенку преодолеть этот период. When we have interviewed children that have grown up with adopted children, когда мы опросили детей, биологических, выросших с усыновленными детьми в семье, the biggest issue that these adults have had was that they didn't feel like they felt like their parents quit doing things that were traditional. Самое сложное для уже вот этих взрослых, выросших детей, когда они рассказывали, это было, что с принятием ребенка в семью родители перестали делать обычные повседневные рутины. For example, one adult man said, "My father stopped tucking me in at night because my new adopted brother was having big rages." Например, один мужчина сказал, что мой папа перестал укрывать меня по ночам, укладывать меня спать, потому что вот у усыновленного ребенка были истерики по вечерам. So my biggest recommendation to families is to continue traditions and make sure that you're giving your kids time and doing the same things you used to do. И поэтому мой самый большой совет при принятии нового ребенка в семью: продолжайте делать те вещи, которые уже в вашей семье делались, и уделяйте внимание всем детям. And I'm going to adjust around the new child in the best way I can while still holding to tradition. И, конечно же, я попытаюсь изменить свою жизнь для того, чтобы восполнить нужды нового ребенка, но попытаюсь это сделать настолько, насколько я смогу, не изменяя образ жизни всей семьи. And now let me give you an example. In my home, we like to sit down every night for dinner as a family. Например, в нашей семье мы каждый вечер, у нас есть традиция, ужинаем все вместе. One of my sons had such extreme behaviors and dinner stressed him out that it made it horrible and chaotic. И для одного из моих детей время ужина было настолько травмирующим событием, что вот ужин для всей нашей семьи превратился в кошмар. And so I recognized in that my son could not handle the dinner time relationship and all of those things yet. И я увидела, что вот мой новый приемный сын не мог справиться с аспектом вот ужина, что это время взаимоотношений, общений. And so we went through a period of time where he didn't join us at the dinner table, but my other kids needed me to keep the tradition. И мы прошли через период, когда этот ребенок не сидел с нами за ужином, потому что, но всем остальным-то нужно было продолжать ужинать с семьей. And now he wants to be a part of the dinner time tradition, and so it was understanding that my other children needed my time as well. Но сейчас этот ребенок уже присоединился к нашей семейной традиции ужина вместе, но тоже для меня было важно понимать, что всем остальным нужно сохранить традицию ужина. All right. You want me to read it and say it out loud? Окей, все поняла. 13-year-old, 13-летний, 7 rejections from step families, 7 отказов, aggressive, escapes from the home when he doesn't get what he wants,
Когда не получает, что хочет, убегает, агрессивный, he manipulates and blackmails. манипулирует, шантажирует. How can I interrupt this type of behavior? Что делать? Как прекратить это все? And it's a habit that we cannot remove for 4 years. 4 года уже с этим пытаемся справиться. All right. So, Tell her the difference, not the step family. It wasn't a step family, it was a... so explain to me, Yeah, it was It's just, it's not step families, it's foster families. foster family. Okay, so, all right. Let's address the blackmail. Давайте поговорим про шантаж. If my child says, if you don't let me watch TV, I'm not going to go to school tomorrow. Например, ребенок говорит, вот не дашь мне телевизор смотреть, не пойду в школу. What I'm going to do in that moment is I'm going to tell my child, thank you, thank you. Что я скажу в этот момент? Спасибо, спасибо, дорогой. I didn't know that TV had overtaken your life so much that you couldn't do what needed to be done, like going to school. Я даже не понимала, что телевизор настолько завладел твоей жизнью, что ты без него даже в школу уже ходить не можешь. I'm your mother and I care so much about you, so I'm going to help you not have TV be a problem. Я тебя очень люблю, поэтому я хочу помочь тебе дойти до такого уровня, чтобы телевизор не контролировал и не обладал тобой. What if he says, well, then I'm going to run away Если он скажет, ну тогда я убегу, if I don't have TV? если ты мне телевизор не дашь. That is going to hurt my heart that you want to leave. И, конечно, мне вообще очень тяжело слышать, что ты хочешь уйти от меня. Can I physically restrain and control him from leaving right now? И как я в этот момент я могу его физически как-то привязать, удержать, чтобы он не убегал. So I'm going to tell him, I'm sorry that you want to leave, but you may go. Конечно, я могу сказать, я искренне скажу, что мне очень жаль слышать, что ты хочешь убежать. Ну, делай как хочешь. I have one son that ran away, У меня был мальчик, который убегал, and it wasn't very fun for him after he left. и после того, как он убежал, было мало приятного для него. But he understood that if he wanted to threaten, that he could go ahead and threaten. Но он должен был понять, что если он хочет угрожать мне, то в принципе пускай угрожает, но он должен понимать последствия своих угроз. Let me give you one more example. Еще пример. Okay? My child was supposed to shovel some snow. Мой ребенок должен был снег почистить. He's not going to shovel the snow. Ну, конечно, он же не будет, но он не хочет этого делать. And so he's outside, standing with a snow shovel for hours. Стоит на улице с лопатой часами. Well, you must be cold outside. Do you need some gloves? I asked. Я говорю, замерз, наверное, перчатки хочешь? And I give him gloves. Даю ему перчатки. And he says, well, can I come inside? I'm cold. Он говорит, мне холодно, можно я домой зайду? When you're done with the snow. И я говорю, конечно, как только прочистишь дорожку, And заходи. I go back inside and I wait. И я иду домой, жду. And I will look outside and he's just standing there. Смотрю, он все еще стоит с лопатой. So I go outside and I take him a cup of hot chocolate and say, you must be cold out here. I'll sit with you for a while and drink hot chocolate with you because I love you and I care about you. Я тебя выхожу на улицу, говорю, я тебя люблю, наверное, замерз, вот тебе попить горяченького, буду стоять с ним, пить горяченькое. But I'm cold. Can I come in? Мам, ну я замерз, можно я зайду? Yeah, as soon as your job is done. Конечно, как только захочешь, то, что ты должен делать, заходи. I am coming alongside of him. Я вместе с ним в этом задании. It's super important to understand that it's not me against my child. Очень важно понимать, что я не против своего ребенка. It's my child and me against their history. А мы вместе с ребенком боремся с его прошлым. And so, see where I injected relationship into this situation. Видите, где вот в эту сложную ситуацию я все равно инъекцию взаимоотношений, да, ввела. I'm not controlling him because I'm not going to physically make him shovel snow. Я не контролирую его, потому что я же физически не буду им убирать снег. But I'm going to influence him by relationship. Но я повлияю на него за счет наших отношений, относясь к нему по-человечески.
Нет вопроса. А если в этот момент ребенок начинает рваться в двери дома, залетает туда и прятаться? Я живу физически. Или просто агрессия к матери. Вот просто How ударить. about if in the moment he aggressively runs into the house and wants to go in or physically starts abusing mom? So if you were to come, get into the house? Yeah. Okay, so what do you have control of inside your house that you have given him in love? Что I have given my children a cell phone out of love. Но что в вашем доме есть что-то, чем вы одарили ребенка в знак своей любви? Например, у нас есть телефоны. I give my children clothing out of love. Я одежду даю какую-то, Extra privileges out of love. дополнительные привилегии. And part of living in my family is that you are all on our team. И часть того, что они в нашей семье, мы одна команда. And so if he is going to force his way back into the house, into his room, I'm going to turn off his cell phone. И если он залетел домой без моего разрешения в свою комнату, что я сделаю? Отключу его телефон. How fast do you think he's going to complain when I turn off his cell phone? Как думаете, насколько думаете, это будет эффективно, когда я у него телефон включу? I don't even have to physically take it from him. I go online and I turn off his service. Мне даже физически телефон не надо забирать. Я иду по интернету, отключаю его доступ, услуги. The most important part in all of this is that I am not reacting at him. Самое важное во всех этих ситуациях, что я эмоционально не реагирую на него. Remember we talked about the amygdala and the survival brain? Помните, мы говорили про миндалины и про выживание, да? He's angry right now, and he's this. Он злой, он в растопырку. And his body has cortisol running through it, И по организму кортизол просто гоняет. which is fueling his aggression and anger. И кортизол еще больше добавляет огня в агрессию, в злость, в гнев. So I have a choice to join him У меня есть выбор, я могу присоединиться к нему, and let cortisol come through me, and we can get high together. чтобы по моему организму начал бегать кортизол и колбаситься вместе с ним. Or I have the option of regulating myself, Либо у меня есть выбор успокоиться, not responding to him in that moment, не поддаться на провокацию. and then you are smart people. Вы вообще-то очень умные люди. Parents are the smartest people in the world. Родители — это вообще-то самые умные люди в мире. How are you going to make him shovel the snow if he runs back in your house? А как вы заставите, чтобы он вышел и почистил снег, когда он уже домой забежал? And it doesn't have to be a reaction of, I'm taking your cell phone away, or I'm stripping your room of everything. И это не должно быть, что я забираю эти телефоны или все из твоей комнаты забираю. It's a matter of fact of, until the snow is done, it's important for you to not have your cell phone because it's distracting you from your job. Можно сказать, что пока ты снег не убрал, придется забрать твой телефон, потому что телефон тебя отвлекает от твоей ответственности. And it's going to be a battle, right? И будет война, конечно. It's going to be a battle, and the battle could take days. И война, в принципе, может дни занять. But you're going to keep regulating yourself. Но вы будете самоуспокаиваться. And when he comes, he's going to come at you because it's going to take like one time of doing this. И он будет постоянно подходить к вам. And what you're doing is you are making sure that you, the whole time, are regulated. И самое главное, что всегда вы будете спокойны. And he wants to come at you, and he wants you to join him with the cortisol. И он будет постоянно, периодически провоцировать вас, вызывая на вот этот кортизол. Because reactive attachment is they want you to react. Реактивное расстройство — это то, что они хотят, чтобы вы среагировали. And so you're going to take the time and say, no, you got to get that done. А вы будете стоять на своем и говорить: нет, тебе нужно завершить начатое дело. And the message behind this is not about I'm controlling you to do something. И то, что вы хотите всеми своими словами и поведением выразить, это не то, что я тут главная.
The message is, I care about you, а наоборот, что ты мне не безразличен, and we're going to get this done. и мы сделаем это вместе. And I know that the psychologist has used some of these tips too, and I asked him the longest standoff he ever had with a child. И я знаю, что наши специалисты использовали подобные методы со своими детьми, и я сказала, ну, сколько вообще тебе по времени самое долгое пришлось потратить на исполнение одного какого-то задания? 2.5 days. 2,5 дня у одного, у Кена, например, сын снег чистил. And then there was never another standoff after that. И после этого такой проблемы уже не было. Because he was relaying love and caring and relationship. Потому что все это на протяжении 2,5 дней он работал над взаимоотношениями, над тем, чтобы ребенок понимал, что его любят, и этого было достаточно. But the very hardest part Но самое сложное is not reacting emotionally. это самим эмоционально не выходить из себя. Because our kids, Потому что наши дети, they know all our buttons to они push. знают все ваши кнопочки. And they're looking for new buttons to А push. еще они параллельно новые кнопочки пытаются найти. Sometimes I practice in my mirror at home. Я иногда дома перед зеркалом практикую. Okay? And I just say, I understand. I love you. I Так understand. перед зеркалом даже, ой, да, я понимаю, но я тебя очень люблю. So if you have to practice, you practice. Если вам потренироваться нужно спокойствию, делайте это. Because if they're searching for buttons to push, Если они в поиске этих ваших кнопочек, and you respond in an emotional way, и вы эмоционально отреагировали на какую-то вещь, what are they going to push? They're going to push that button again next time, в right? следующий раз что они сделают? Опять на эту же кнопочку нажмут. So again, it is not you against your child. Итак, это не вы против вашего ребенка. It is you and your child against their history. Это вы вместе с ребенком в войне с его прошлым. And you're going to leverage relationship and teach relationship. И вы будете любить, проявлять свои чувства к ребенку, и это научит их тоже проявлять свои чувства и строить отношения. Let's do one more question. Итак, еще один вопрос, последний. Детей в семье, у четверых проблемы с привязанностью. Они вместе со школы приходят и начинают вести себя агрессивно. Что делать родителям, если... Нет, просто когда они приходят со школы, начинаются все вот эти проявления, что делать родителям, чтобы они друг друга не поубивали. Зеркалят они друг друга. Да, зеркалят. Я это могу, а ему это не простили. А я могу тоже, ну так же. So they just mimic each other's behavior. All right, so first of all, 12 adopted children. Итак, 12 приемных детей. I would highly recommend they go teach a conference in another country for a break. Для отдыха, может быть, им надо съездить где-то, конференцию такую провести самим и отдохнуть заодно. Okay, let's work on this together. Давайте So, вместе подумаем над этим вопросом. how many of you guys have heard of transference before? I have. Sorry, okay, good. How many of you, there's a term called transfer of emotion. Слышали о таком термине, как передавать чувства, эмоции? So the best way to describe this is, can you remember when you were a kid and maybe dad came home? Например, вы маленький, папа приходит домой, And he was in a bad mood. а у него плохое настроение. And could you feel that bad mood? Вы чувствовали, что папа в плохом настроении пришел? Right? As a child, you could feel that bad mood, and everybody could feel the bad mood. Ну, вы маленький ребенок, чувствуете настроение, и все, в принципе, вокруг чувствуют настроение. And I want you to sit and think about how that felt. И вот подумайте о том, что у вас там было внутри в этот момент. So we all do that with our emotions. То есть мы
все со своими эмоциями так поступаем. When I have stressful things that happen to me, I'm going to go home and I'm going to unload those emotions. Мы все, был у нас стресс какой-то, приходим домой и выгружаем это, да? Teenagers especially live with social anxiety anytime they're around peers. Особенно подростки, когда находятся среди сверстников, у них состояние стресса. They are driven by social anxiety. Они, в принципе, мотивированы вот этой социальной повышенной тревожностью. Who here has a teenager or works with teens? Кто работает с подростками или, может, у вас есть подростки? Can we agree that they do some really stupid things? Мы же согласны, что они ведут себя иногда реально непонятно. It's because they're driven by social anxiety, and social anxiety automatically makes the brain do this. Это потому что они мотивированы социальными вот этими вещами, и социальная... Мне нужна помощь. Social anxiety. Тревожность. Беспокойство, ну это понятно. То есть подростки ведут себя под влиянием социума, да, и их мозг в состоянии активности, тревоги, да, постоянной. So let me explain that better. Она получше объяснит сейчас. Teenagers if I'm in a room and I'm a teenager with other teens, Итак, я в комнате подросток, и рядом со мной еще другие такие же подростки. and my teacher's up front and he's teaching, Учитель преподает там. I am thinking, Я думаю, is my hair okay? мне, в принципе, чувствую, все хорошо. I should answer a question, but only one I don't want to look too smart. Мне нужно ответить, но я тоже не хочу слишком тут умным выглядеть. And I think I might look dumb in these shoes. И мои ботинки, наверное, глупо выглядят. I don't know who I'm going to eat lunch with today. I don't want to look stupid and be sitting by myself. Не знаю, с кем сегодня буду во время обеда сидеть, и буду идиотом выглядеть, наверное, в одиночестве. That is social anxiety and what teens are driven by. И вот это то, в каком мире живут подростки, и то, что руководит их жизнью. Their fear is how their peers perceive them. Страх того, что что их друзья, сверстники думают о них. And it's also why they make really dumb choices at times. И поэтому они принимают глупые решения в какие-то моменты, в эти моменты. Because that kind of anxiety and stress amongst peers causes the brain to do this. Потому что вот такое состояние мозг в растопырку вводит. And so think about teenagers coming home from school who all day have been doing this. Представьте вот эти подростки, которые целый день в таком состоянии приходят домой. They're going to transfer all their emotions into your home. Они свои эмоции приносят домой. So let's figure out how, as a group, we can help this mom with these four. Что можно посоветовать этой маме, папе, у которых вот эти 4 детей пришли домой, и мозг у них в растопырку? Thoughts? Идеи. Переключить на что-нибудь другое. Как-то расслабить, помочь расслабить. Сидеть с ним. Да, Покушать. Okay, I heard one. Give them food. Итак, дайте покушать. What do you do when you get home from work after a stressful day? Что вы делаете, когда вы после How many of you тяжелого sit дня down приходите? on the couch and watch TV? Вы приходите, смотрите телевизор, да? На диване. You take a minute. Вы успокаиваетесь. Okay. So I heard. Slow them down. Slow them down. So how can we down-regulate kids that are this? Как нам помочь ребенку успокоиться из такого состояния? Because that's perfect. We need to slow them down-regulate them. Им нужно, это правильно, нам нужно затормозить их, притормозить их. So how am I going to down-regulate 4 kids who are transferring emotions? Как мне 4 ребенка притормозить, которые хотят выразить свои эмоции? В разные комнаты. Okay. Do we have an option though for?
always. Okay, good idea. Хорошая идея, но не у всех есть возможность по комнатам раскидать. Мелкая моторика. Машину разбирать там, для маленьких маленьких. Салат резать. Ножи, подростки. Don't give them knives. Plastic knife. Пластиковыми ножами. Спокойную музыку. Okay. У меня крупный подросток, когда он приходит, он эмоциональный, все. Мне кажется, ему нравится, когда он приходит и начинает мне все рассказывать, что было. Выслушать. So, we're going to use environment in this moment. Итак, окружающую среду мы сейчас будем использовать в такой момент. And all your ideas are perfect. Все ваши идеи замечательны. And so what I would be doing is creating a routine every day when they walk in the door. То, что я бы делала, режим. I'm С going момента, как они входят в квартиру. I'm going to meet them at the door and say, I'm so glad you're home today. Начинаю с того, что я встречаю их у двери и говорю, очень рада тебя видеть. I missed you today, Скучала по тебе. even if you didn't. Даже если ты не скучал, я скучала. And then you're going to say, I have a snack for you. И я скажу, у меня есть перекус для тебя. Because a lot of our times our kids don't recognize hunger as well as they should. Большинство из наших детей не распознают чувство голода настолько, насколько они должны это делать. And we don't want their blood sugar doing И this. мы не хотим, чтобы сахар в крови у них падал или наоборот слишком поднимался. And so they're going to sit and they're going to have their snack and I'm going to stay with them. Они сядут, будут есть свой перекус, я буду с ними. And then I'm going to see, because each one of them is going to need something different to downregulate them. И потом я буду наблюдать, потому что каждому из них нужно что-то особенное для успокоения. It's okay if to downregulate after school you spend 30 minutes doing something good on your phone. Я считаю, что это нормально, если для успокоения после школы тебе нужно 30 минут что-то положительное на телефоне делать. Watching a video. Видео посмотреть. But social media, what is social media reintroduced in your home? Но что такое социальные сети? When you bring social media into your home, you're bringing that peer social anxiety back into your Вот house. позволяя ребенку оставаться на телефоне в социальных сетях, вы позволяете вот тому миру, из которого он только что вышел, зайти к вам домой опять. Especially for girls. Особенно это девочек касается. Because our girls are growing up looking at images and things that they can never become. Потому что наши девочки растут, окруженные в мире образов, в которые они никогда не могут просто превратиться. And so my oldest son has a cell phone. There's certain shows he'll watch and things, but he's not on social media. У моего старшего сына есть телефон, есть определенные вещи, которые он делает на телефоне, но социальные сети — это не одна из вещей. And the rule in our house is that he has a limited time and it's turned off and it's put in my room. И правило, что есть ограничения на телефоне, когда время выходит, он выключает, и телефон хранится в моей комнате. And I check his phone because I don't believe he's not going to be looking at things he shouldn't be. И я проверяю его телефон, потому что я знаю, что он не сможет контролировать себя и не смотреть на вещи, которые нельзя смотреть, например. And if your child is more technologically savvy than you are, then you find someone that's a friend that's more technologically savvy than your child to check their phone. И если ваш ребенок более продвинут в технике, вам нужно найти знакомого, который более продвинут, чем ваш ребенок, чтобы он вам помогал. Okay, sorry, I got off on a rabbit trail. So that might be something one of your children needs. Another child might want to just go listen to music. Это второму ребенку нужно просто музыку слушать. Another child might want to help you make dinner. Третьему помогать ужин готовить. Every kid is different on how they downregulate. У каждого ребенка свои собственные нужды, как успокаиваться.
Some of us like, as adults, like to watch TV, others like to go work in a garden. Некоторые взрослые любят телевизор, некоторые садом занимаются. So part of the job is helping your child know when you get home from school, you're going to have a snack, and then you're going to do this. И частично, когда ваш ребенок приходит из школы, это ваша ответственность сказать ему, что будет перекус, и потом ты будешь делать вот это. So we're going to start talking about feedback loops. Мы начнем говорить по поводу внутренней обратной связи. And so we all have internal feedback loops. У нас у всех есть внутренние вот эти каналы обратной связи. And we're not conscious of them actually working. И мы не понимаем, что это есть, но это есть, оно у нас происходит. And so if I went outside and it was really cold, my body, my goosebumps on my body would tell my brain, it is cold outside. Если бы, например, я пошла на улицу, там холодно, гусиная кожа, которая появилась на мне, сообщает моему мозгу, что холодно. And so then my brain would tell my body, oh, stand the hair up on your arms. И потом мой мозг говорит моему телу, волосы как бы дыбом нужно, чтобы встали. Move blood to the core of the body. Кровь, итак, кровь давай по всему телу. And we do this, and it's a loop. And then when I start warming up, then my body says, okay, the hair can go back down. И мы это делаем, это такой цикличный процесс, потом вот это все произошло, волосы дыбом стали, кровь пошла, мы согрелись, и тело начинает охлаждаться потом. And the blood can go back out to the limbs. И потом кровь может опять обратно в конечности уйти. On the other side, if I go outside and go for a run, или, например, я иду бегать, my body says, wow, I feel out of breath. Мое тело говорит, дыхания не хватает, воздуха не хватает. So my brain says, heart beat faster. Мозг говорит, сердце, быстрее бейся. So that we get more oxygen flowing. Чтобы кислорода стало поступать больше в организм. And so these internal loops are always regulating our bodies from the inside. Итак, вот эти внутренние циклы обратной связи постоянно регулируют наше тело. And so every body system, from the pulmonary system to the cardiovascular system, all has these loops inside of us. И все системы, дыхательные или сердечные, у них у каждой есть свои циклы. But let's talk about the limbic system, or the midbrain, and the loop we have with that. Давайте поговорим о лимбической системе или о среднем мозге, о цикле, который есть там. Okay? So we know that the job of the brain is to keep us alive. Итак, мы знаем, что работа мозга заключается в том, чтобы мы выжили, мы жили. And it does this through four things. И делает это наш мозг через 4 вещи. It keeps records of memories. Во-первых, запоминает. It scans the environment through the amygdala, looking for danger. Через миндалина помогает нам сканировать окружение. It is 100% unconscious. 100% без на подсознании все находится. And number 4, it tries to predict the future to avoid danger. И четвертое, что мозг делает, пытается предсказать будущее для того, чтобы избежать опасности. Which is great in a regulated child. И все это работает прекрасно в спокойном, урегулированном ребенке. But not so great in a dysregulated child. Но не так хорошо это работает в травмированном ребенке. And so, what we need to understand is that the limbic system is what's combining the higher functions. Что нам нужно понимать, это лимбическая система комбинирует And the primitive emotions. Нам нужно, она связывает функции высшего мозга, да, с примитивными системами, с примитивными эмоциями нашего нижнего, мне кажется, на слайде написано. Да, вот это. Она объединяет высшие психические функции и примитивные эмоции в единую систему, часто называемую эмоциональной нервной системой. Okay. And so what this means is this, is that my limbic system is going to be
what talks between the upper part of the brain and the lower part of the brain. И другими словами, лимбическая система – это вот связь между верхней частью мозга и нижней. And so when you see behaviors in your kids, the big scary behaviors, И когда вы видите страшные проявления в своих детях, we call this a negative feedback loop. мы называем это негативным циклом обратной связи, внутренней обратной связи. And it's originating from fear. И основание свое берет это в страхе. And so what's super important to understand this is that a negative feedback loop cannot exist within a positive feedback loop. То, что важно помнить, что негативный цикл не может существовать в позитивном цикле. Okay? So if my child is in a negative feedback loop and he is expressing dysregulated anger, если мой ребенок находится вот в этом негативном цикле внутренней обратной связи, выражает отрицательное поведение, if I join him with a negative feedback loop myself with expressed anger, если я ему присоединяюсь со своим негативным циклом, выражаю гнев, you have two negative feedback loops occurring, and that is a bad place to go. у нас начинаются два негативных цикла вращаться, и это плохое место для начала отношений. And so what you have to do as a parent is learn to create positive feedback loops in the midst of a negative loop. В чем заключается ваша ответственность как родителя? Вот в процессе негативного цикла обратной связи ребенка научиться создавать позитивную реакцию. Let me see if someone can give me an example in their children of a negative behavior that they see. Я бы хотела, чтобы кто-то привел мне пример негативного, отрицательного поведения ребенка. Кричит, дерется, бьется. Fighting, screaming. Okay. Fighting and screaming with you? Дерется с вами? Okay. Which? Yes. Okay. So exclusively you. Good job. Okay. So my son is screaming at me and fighting, wanting to fight me. Итак, ребенок мой орет на меня, хочет со мной подраться. And that is a negative loop. Это вот он находится в этом негативном цикле. How can I create a positive loop in that moment? Что я могу сделать для того, чтобы создать положительный цикл? Where do I start first with myself? Вообще, где мне в себе начать-то? And make sure I am calm. И во-первых, убедиться в том, что я спокойна. And I'm going to use environment. In that moment, if he is screaming, я посмотрю, что происходит вокруг нас. Если он орет на меня, I'm not going to engage him. Я не вступаю вообще в диалог с ним. I'm going to step away. Я просто отхожу. Especially because I'm going to feel upset because he's screaming. Во-первых, потому что это меня тоже задевает. But I'm going to step away and then I'm going to wait until he's done. Я уйду и подожду, пока ребенок успокоится. And then I'm going to go back with a positive loop. А потом я возвращаюсь с положительным циклом. And I'm going to say, you must be feeling really, really awful inside right now. И я скажу, наверное, ты себя сейчас ужасно чувствуешь. And that hurts me that you must feel that way. И мне самой плохо от осознания того, что тебе плохо. Do you want to tell me about that? Может, расскажешь, что там происходит? And he might say, F you, or a bad word. А он может послать вас подальше. Right? Because he wants you to join him in the negative. Он же хочет, чтобы вы присоединились к его негативному циклу. Because you represent something he's afraid of. Потому что вы воплощение чего-то, чего он боится. That's a relationship. А чего он боится? Он боится взаимоотношений. And I'm going to say, son, I care about you. Do you want to tell me about this? И я скажу, я тебя люблю, может, поговорим? And I'm going to sit quiet. И буду сидеть молча.
And it might be a long time of sitting. И, может быть, долго придется посидеть. But remember that when you come with a positive and it's about relationship, they can't sit in that and stay negative. Но запомните, что когда вы приходите со своим положительным циклом, они просто не смогут остаться в этом негативе. And it might not even be that he talks about it to you that day. He might not talk and he might just be like cursing at you still. И, может быть, он в тот день даже и не будет с вами разговаривать, он будет все материться на вас. And I'm just going to maintain and I'm going to do what I need to do for the rest of my family. А я буду продолжать сохранять спокойствие и выполнять свои обязанности относительно других членов семьи. And it might be, son, is there a point, or son, do you feel like you want to talk with me yet? Потом я могу опять спросить, ты готов поговорить? You might not want to. Он может не захотеть. But what we see with kids, I truly don't believe that there are children that are so broken that we can never help them. Единственное, главное с детьми, что нужно запомнить, и я верю в это, что нету детей сломанных настолько, что нельзя им помочь. But there are children that have more damage than others. Но есть дети, которые травмированы больше, чем другие. And it's going to take positive loop after positive loop after positive loop. И может потребоваться вот этот положительный цикл за положительным циклом и еще сверху еще положительный цикл. To help override their need to be in that negative loop. Чтобы помочь им переписать вот этот негативный цикл. And so the biggest thing when you're dealing with that negative loop is that you're creating a space for your child to calm down the amygdala. Когда вы в процессе вот этого негативного цикла, то, что вам нужно сделать, это вот атмосферу создать, чтобы миндалина успокоилась. And sometimes with our kids, we have to figure out for them why they are so upset. И с нашими детьми нужно осознавать, что им нужна помощь, понять, что их выносит. So remember the brain hand model? Помните вот модель руки? There are 4 key things that you can look for that can possibly trigger your kids to have a big behavior. 4 вещи, которые могут стать триггером на такую негативную реакцию. So when your kid flips out, когда у ребенка истерика, think hunger, ребенок может быть голодным, afraid, ему может быть страшно, lonely, чувствовать себя одиноким, tired, уставшим. Okay. So remember, hungry, Итак, запомните, голодный, afraid, напуганный, lonely, одинокий, tired, уставший. Now, I heard a lot of people say, no, my kid is just angry. Многие мне говорят, нет, мой ребенок просто злой. Anger is the cover emotion for fear. Злость – это прикрывающая эмоция страха. So it comes from fear. Anger is always a cover emotion for fear. Агрессия, злость – это всегда такая внешняя сторона страха. And so when I'm dealing with a really angry teenager, it helps me to think that they're really just scared inside. И когда вот передо мной стоит агрессивный подросток, мне всегда помогает помнить и напоминать себе, что он просто напуган. Yes. Можно вопрос, какая обратная реакция, когда ребенок замыкается, уходит в себя, перестает разговаривать, как реакция на какие-то происходящие. Подход такой же? Сидеть и говорить или есть какие-то другие? I love that you asked that. Спасибо, что спросили. Because we like to just deal with our kids when they are reacting crazy and their behaviors are difficult for us to manage. Мы как-то вот начинаем воспитывать своих детей, когда они ведут себя как сумасшедшие, и какой-то дискомфорт нам лично приносят. But our kids, they're going to do one of 2 things. Но наши дети будут проявляться в 2 направлениях. They're either going to go what's called hyper-vigilant. Некоторые, либо они будут гиперактивные,
так называемая гиперактивность. And we're going to go over this more. So, И дальше мы будем говорить на эту тему, если... or they shut down. Или они закрываются, называется гипоактивный, по-моему. And so we have to address both things. И нам нужно говорить и об этом, и о гипоактивности. Because the shutdown child is hurting just as much as the out of control child. Потому что закрытый, отчужденный ребенок, ему такому ребенку так же больно, как и сумасшедшему ребенку, агрессивному. Give me ideas on how I can upregulate a shutdown child. Подскажите мне, как я могу помочь выйти вот из этого состояния ребенку, который закрылся? Накормить. Побыть рядом. Feed the child. Be with the child. Invite help. Suggest that you should write down his feelings. Journaling is a good thing, or coloring. Рисовать для таких детей или записывать свои мысли очень хорошая идея. Других детей. Jumping? Yes. Go on the trampoline. Прыгать на батуте. Use other children. What are your ideas on how to upregulate your daughter? Как вы бы что делали лично? Не знаю, я пока не знаю, ничего не получается. Кроме того, что просто переждать, как она сможет. Tickling. What do you think? Tickling. Tickling? Щекотать. Yeah. Do you guys know the power of play? Вы понимаете силу игры? So they've done all these studies on play. Они изучали игру. And play is how children learn naturally. И дети естественным образом учатся через игру. And so when you play with your kids, you're able to naturally touch a child affectionately without them feeling like, ugh. И вот в процессе игры вы, естественно, можете прикасаться к ребенку, и ребенок не отталкивает вас. Because it's not threatening in any way. Потому что во время игры это никакую угрозу не предоставляет ребенку. So if I go outside and play football with my boys, I'm able to do push and be touching them, and it's a way that is therapeutic for them to receive touch and affection, and it's non-threatening. И в процессе игры или занятий спортом я могу прикасаться к детям, обнимать их, толкать. И это все очень полезно для их исцеления. И нету такого, что вот мы сейчас будем сидеть там, обниматься. Не пугает, никакую угрозу не предоставляет. So when Dana mentioned tickling, that's pretty brilliant. И вот Дэйна сказала щекотать, на самом деле это очень сильно. Because that is addressing number one, physical touch. Потому что это в первую очередь касается физического прикосновения. That's non-threatening. Это не угроза. But it also shoots the heart rate up and is going to upregulate. И upregulate. И это тоже заставляет сердце биться побыстрее и помогает саморегулироваться и успокаиваться. And so we teach parents to build on play. So I might start with tickling. И поэтому я, может, начну щекотать, например. And then do something else with that. So it might be, oh, I'm going to tickle you, and then I'm going to have you come and do that to me. И, например, я там тебя щекочу, потом ты будешь меня щекотать или что-то. And I can appreciate this might feel awkward. И, конечно, очень странно, неловко может быть это. But remember that you are parenting their emotional age, not their chronological age. Но в такие вот неловкие моменты помните, что вы-то воспитываете эмоциональный уровень, да, на эмоциональном уровне ребенка, а не на хронологическом уровне. Ну, сон то же самое, да? То есть мне вот там учительница высылает вот фотографию, вот ваш сын на уроке, вот он спит, на парту завалился. Такие ситуации. Why do you think he's sleeping during class? And probably not because the teacher's boring. Как вы думаете, почему он спит? Наверное, не потому что учитель скучный.
Она спрашивает, как вы думаете, почему он спит? Ну, я вот все-таки сейчас делаю вывод, что это тоже закрытая форма агрессии. It is. We have lots of kids that will do that. Многие из наших детей вот именно так себя ведут. And it's interesting because some teachers don't mind, because then as long as they're not misbehaving, Ну и вообще-то, в принципе, многих учителей это устраивает. Главное, чтобы они на ушах не стояли. it's not a problem. Это не проблема. But it is a problem, just as much as the misbehaving Но child. эта проблема, спать такая же проблема, что на ушах стоять для наших детей. So we tend to dissociate because we're not handling stress. So school is stress for your child. То есть ребенок диссоциирует себя, да, от стрессовой ситуации, а школа это стресс. And so now we get to be a behavior detective and figure out what at school is causing the stress. Теперь ваша задача стать следователем и понять, что же в школе вызывает стресс у ребенка. When you guys especially see a discrepancy from home to school, когда вы видите большую разницу между домом и школой, it's really important to like, if she's not sleeping at home all day but doing it at school, there's something going on. Особенно если дома вообще не спит нормально, а в школе она засыпает, что-то происходит. And it might be something as simple as, I'm worried because I'm going to have to go to the cafeteria and eat by myself. И ответ, который вы раскопаете, может звучать так элементарно, что во время обеда я боюсь, что мне не с кем будет сидеть, и я не хочу одна сидеть. How old is your child? Сколько лет вашему ребенку? 13. What if you sat with her and said, I think you sleep because something at school scares you? Как вы думаете, если бы вы сели и сказали, я думаю, ты засыпаешь в школе, потому что что-то тебя там пугает или напрягает? Голова болит. Headache. Ну, в общем, просто он играет. Это неинтересно на самом деле. He says that he's just bored. Он все равно не получает. He says he doesn't get good grades, and so he's just... Right. So what scares him, because he's a teenager, is that his peers are going to think he's stupid. Может быть, пугает то, что другие будут думать, что он глупый. So if I sleep and shut down, then my я friends can't say I'm not smart. Мои друзья не могут сказать, что я тупой. Do you think that probably is what it is? Может быть, это ответ? Do you guys have other thoughts on what might be causing sleeping for a teenage boy at school? Как вы думаете, может, у кого-то есть ответ, почему подросток в школе спать будет? Подросток? Stay up all night. Could be that. Всю ночь на телефоне просидел, может быть. Dana. My son also has problems in school, and he told me, I said, I think you're capable of making the grades. У моего сына тоже проблемы в школе, и я ему сказала, я на 100% уверена, что ты можешь хорошо учиться. And he told me, yeah, but if I get a good grade, then they expect me to have the good grades all the time. Он говорит, ну а если я хорошую оценку получу, потом они будут ожидать, что я всегда должен теперь хорошие оценки получать. And so he would just shut down. I can't do it, I'm not going to do it. Поэтому он говорил, у меня ничего не получается, я ничего не знаю. Because the expectation was... Тогда ожидания не такие высокие. Он боялся высоких ожиданий, которые он не сможет удовлетворить. How about that? Is that maybe? Может быть. But it helped us to, and maybe you can talk to the teacher about this, to give him some physical activity when he starts to do that. Ну, нам помогло, и мы поговорили с учителем на эту тему, что вы можете вот в эти моменты, когда ребенок засыпает или отключается, что-то физическое сделать. В доске выйти. Нет ответа. There's a multiple message here.
Моя дочка в 3 классе спала на контрольных. Когда я спросила, почему, она ответила: не так 2 поставить, и так. Лучше я посплю. Очень умная девочка. It's a very smart girl. Yeah, exactly. Okay. Are you able to manually click to the slide that says window of tolerance? I think it's like 10 slides ahead. Okay. I didn't know if you could find it or not. Just go there. Okay. We're going to I'm going to talk to you about what's called window of tolerance. Я вот в оставшиеся 15 минут поговорю с вами о том, о чем-то, что называется окно толерантности. We all have a window that it gives us an optimal time for processing and getting information. У нас у каждого есть такое так называемое окно, в котором мы, получив, перевариваем информацию. And so our window is how we manage stress. И вот наше окно — это то, как мы справляемся со стрессом. And so what we see is that when we want to leave when we have a lot of stress in our life. Итак, что мы видим? Когда в нашей жизни очень много хаоса и стресса, as adults or as people or as children that have good solid foundation, и ребенок с прочным основанием или взрослый человек will have stressful things happen during the day, but will still maintain the window. Для взрослого человека или для ребенка с здоровым основанием стрессовые ситуации хаотичные происходят, но мы можем оставаться вот в этом окне. And so when with my window, if I start getting to the edge of my window, I've taught myself how to bring myself back down or down-regulate. Например, если я уже достигаю пика своего вот этого окна, я, будучи взрослой, уже научилась, как мне помогать успокаиваться. And so what we see kids and adults doing is, we mentioned this earlier, is go one of 2 ways if they leave their window. И то, что мы видим, что делают дети и взрослые, они либо, вот 2 вещи, they either go to hyper-arousal, они переходят либо в гипер, у вас есть в распечатках вот это, у вас, они становятся либо гипербдительными. And hyper-arousal in our kids looks like ADHD, aggression, can't sit still. И в наших детях гипербдительность это выражается как синдром дефицита внимания гиперактивный, да, не могут на попе сидеть спокойно. And they're the kids that can't calm down enough to do anything. Они просто не могут успокоиться для того, чтобы любое простейшее задание выполнить. The other direction children go, or adults, is called hypo-arousal. Другая крайность, в которую впадают взрослые или дети, это вот так переведено гипобдительность. And what that looks like in children is numb. В детях это выглядит вот просто dissociated, отрешенность, закрытость, checked out from the world, отключенность. Or also I call it the 1,000-yard stare. Или вот такой вот взгляд, который я называю взгляд в тысячную точку километра или что-то. As a teacher in the classroom, my students who had hyperarousal were often medicated for ADHD. Когда я работала учителем в школе, я знала, что вот мои гиперактивные дети принимают специальные препараты, лекарства. Because we wanted to get them to calm down and manage behavior instead of deal with behavior. Потому что мы-то хотели, чтобы они успокоились, и мы хотели как-то управлять ими вместо того, их поведением вместо того, чтобы решать проблемы, из-за которых это поведение. In the classroom, kids that were hypo-aroused,
hypo-vigilant. А с детьми, которые вот были гипербдительные, they tended to be the daydreamers that didn't achieve to their full potential or fell asleep in class. А вот эти вот гипербдительные дети у нас были, которые мечтатели, которые до конца никакого дела не доводили в классе, либо спали на партах. And so we all have a different width of our window. У каждого из нас своя ширина вот этого окна. Вот она говорит про вот это окно. Some of us have very narrow widths. У кого-то эта ширина узкая. And throughout the day, as stress happens, we're leaving our window often. И в течение дня, в зависимости от стресса, мы вылетаем из нашего вот этого окошка. Some have very wide windows where stress, we're okay. У некоторых это окно настолько широкое, что когда сложности в течение дня возникают, они спокойно переносят их. It's all about the ability to regulate yourself when stressful things happen. Все заключается в том, насколько ты способен саморегулировать себя в стрессовой ситуации. What do you guys think determines the width of your window? А как вы думаете, что определяет ширину вашего окна? То же самое, голодная, страх, The same. Hungry, tired, lonely. Well, those are the stressors, right? Yes. But as an adult or a child, what determines how much stress I can handle before I leave my window? Но будучи вот взрослым или ребенком, что определяет, насколько я могу в рамках соблюдать себя? Эмоции, да, сдерживать. Experience, ability to саморегулировать. Okay, I heard that. Who said to regulate? Саморегулировать. Who teaches you to regulate? А кто учит вас самоуспокаиваться, саморегулировать себя? Родители. Yeah. So how wide your window is as you grow up and as you're an adult is determined by how well you're regulated by your parent. Вот эта ширина вашего окна зависит от того, насколько вы научились от ваших родителей саморегуляции. And then that window starts at infancy. И вот это все в младенчестве начинает закладываться. So our kids that have had hard backgrounds have a very narrow window. И наши дети со сложным прошлым, когда приходят, у них очень маленькие окошки эти, узкие. And so what can happen is what seems like a minor thing can make them set off to go hyper or hypo. И любая мелочь, как бы такая, как нам кажется, может либо их в гиперактивность, либо в гипобдительность выкинуть. And if they're overwhelmed enough, they can actually get stuck on out of the window. Настолько поглощены, они могут застрять. Which is that I'm raging and screaming for 3 hours. Я 3 часа бьюсь в истерике, например. How many of you have watched a child scream and rage for hours? Вы, наверное, видели детей, которые часами могут биться в истерике, да? It is hard to see. Это больно наблюдать за этим. That is a child that got stuck on outside their window. Вот так ребенок выглядит, который застрял вне окна своей толерантности. The other thing is we see children get stuck off outside their window. И также мы видим, что дети, которые в гипербдительности застревают. And that's the child that wants to go and sleep all day and not function. Это ребенок, который хочет спать целый день и ничем не заниматься. And what we see is that boys, 70% of boys tend to go hyper. Что мы видим, 70% мальчиков, они наверху застревают. And 70% of girls go hypo. А 70% девочек идут в гипербдительность. And it's the way God designed our systems and the way we think. Это просто обусловлено с тем, как мы были сотворены и с тем, как мы информацию перевариваем. So let me tell you what we know about men or boys versus girls. Давайте я вам расскажу, что мы знаем в разнице между мужчинами и женщинами, мальчики и девочки. Okay, I pretend I'm a man. Представьте, я мужчина. 15 minutes to break. Okay, thank you.
Oh my gosh, I had the worst day at work today. У меня был самый ужасный день на работе. My boss yelled at me. Начальник орал на меня. My lunch sucked. Обед невкусный. Bad traffic coming home. Пробки. Oh well, I'll just go and watch sports. Ой, пойду телевизор, футбол посмотрю. Okay? So men tend to brush off. Мужчины смахивают, не то смахивают, отключаются. Women do what is called ruminate. А женщины делают вот это. Which is chewing the cud. Пережевывают, мусолят. So I'm a woman. Теперь я женщина. Oh my gosh, today was awful. Сегодня был ужасный день. My boss yelled at me, I'm probably going to get fired. Начальник на меня накричал, все, меня уволят точно. And then 2 weeks ago, I really sucked as a mom, and my best friend is probably mad at me. И 2 недели назад вообще ужасно. С подругой поругалась, и на меня и мама я ужасная. And a year ago, и год назад. So do you see where women, we tend to just chew on things. Видите, как женщина, мы же все это вот пережевываем, это обсасываем. And that's why the boys tend to go up and girls tend to go down. Именно вот поэтому мужчины вверх обычно уходят, а женщины вниз. And so when we're dealing with this, we have to look at how we can widen the window for our kids, because your window is not fixed small. И знание вот этого всего должно помочь нам понять, как же расширить окно наших детей, потому что вот это окно толерантности, оно не зафиксировано на всю жизнь. It is all about feeling safe in your own body. Все это касается чувства безопасности, находясь в своей шкуре. Because our children did not have regulation early on, they do not feel safe within themselves. Из-за того, что у наших детей не было положительного опыта саморегуляции, они себя в своем теле не ощущают спокойно, в безопасности. And so what we do to widen the window in children and in students, то, что мы делаем для того, чтобы расширить это окно в детях или в учениках, если это в школе, is we learn to read when they're leaving their window. Мы в первую очередь учимся замечать моменты, когда они выходят за пределы своего окна. And with older children, you can explain the window to them. А старшим детям можно даже объяснить об этом окне. We teach this class to junior high and high school kids. Мы говорим со старшеклассниками об окне толерантности. And so we'll say to a student, you look upset right now, it looks like you're leaving your window. Мы говорим даже, ты сейчас расстроен, кажется, ты вылетаешь за пределы из своего окна. What tools do you have to get back inside the window? Что ты можешь сделать, какие инструменты применить для того, чтобы вернуться в свое окно? Because the first thing I'm going to do is I have to show them and identify for them what it is that is happening. Первое, что мне нужно сделать, это показать и назвать словами, что с ними происходит. Because if I'm leaving my window, my brain's doing this, and I have no idea what is happening. Потому что если я ухожу из своего окна, мой мозг растопырку, и я не понимаю, что происходит с собой. And so when I name it and tame it, is what I say. I name it to tame it. Я это называю, что называю и приручаю. I am going to help them before they leave the window. Я, назвав чувства, я помогу им, я поймаю их в момент, прежде чем они вылезут из окна. So, if I'm going out of my window and up, what are the things I can do to help, tools I can give my child to downregulate? Итак, какие инструменты мы можем предложить нашему ребенку для того, чтобы он смог себя спустить? What do you guys think? Как думаете? Можно распечатать смайлики, чувства, грусть, злость. Несколько. И предложить ему выбрать, какое вот сейчас у тебя, какое у тебя сейчас ощущение, как ты себя чувствуешь. Эмоции распечатать. Absolutely. It's really important too, if your child's left their window, you're too late.
Итак, вы должны осознавать, что если ребенок уже вышел за пределы этого окна, вы уже упустили момент, уже поздно. How many of you can see your kid starting to leave their window now that you think about it? Сколько из вас уже могут замечать, что ребенок на пути, уже на низком старте, как называется? That is when you need to intervene and help them co-regulate. Вам нужно включиться именно на этом моменте и помочь им успокоиться. And every child is different, so the tools in one of my children's toolbox to become regulated is not the same for another child. Из-за того, что каждый ребенок индивидуален, то, что помогает одному, не помогает другому. And also, we used to think that it was fixed, that if you were hypervigilant, that's the way you went. Мы думали, что если ты вот гипер, то ты вот всегда только в гипер и уходишь. But we understand now that children will move between the two. Но сейчас мы осознаем, что дети, вот они двигаются между двумя этими крайностями. So you're going to teach your child different tools for where they're at. Вы будете учить ребенка инструментов в зависимости от того, где они находятся. And so for me, if I'm about to leave my window, my husband will be like, you need to go for a run. Для меня, например, если я уже на грани выхода своего окна, муж говорит, тебе нужно пойти пробежаться. Or you need to eat because you're hangry. Или он скажет, тебе надо поесть, кажется, ты голодна. Okay? And so regulating your child is easy if you're watching and you're looking for those clues and triggers for them to leave. Регулировать ребенка легко, если вы наблюдаете внимательно за этими знаками и триггерами. So some of the things, let me just give you a few things. We have 5 minutes. Так, 5 минут. If your child is starting to shut down, если ваш ребенок начинает отключаться, we'll do shaking or stomping. Мы будем прыгать, топать. Also, stress, you can do tapping. Или, например, просто как по-русски? Постукивать, да. Right. So ask them, where do you feel stress? Remember we talked about that. Спросите, помните, мы говорили, где ты чувствуешь напряжение в теле? And tap where the stress is. И постукивайте там, где есть напряжение. And help blow it out. И помогите им выдохнуть. Dancing, play, all those things are going to help keep your kid in their window. Помогает. So, does this make sense to you guys? And seeing the window? Понимаете, как? For me, when I learned about the window of tolerance, it made so much sense in realizing, oh my gosh, I have that same window. Когда я впервые услышала про вот это окно толерантности, для меня это было как откровение, потому что я знала, у меня у самой окно толерантности есть. And remember we talked about the 4 things: hungry, afraid, lonely, tired? Помните вот эти 4 вещи: голодные, одинокие, испуганные? That's going to shrink your window. Это все вот эти вещи, они ваше окно сужают. Okay, and so you're thinking of those things, and then you're also thinking of the ways to keep them inside there. То есть помнить об этих 4 вещах и помнить о том, как помочь ребенку распознавать признаки покидания окна. All right, we're going to break in a minute, but what I'm super excited about is we're going to do a foster parent or adopt parent panel after break. Мы сейчас пойдем на перерыв, но я вообще хочу сказать, что с нетерпением жду, когда мы вернемся, потому что у нас сейчас будет дискуссионная панель. Не знаю, And I will tell you that at the conferences I've gone to, doing panel discussions are some of my favorite things. И вот это одна из моих любимых вещей, когда я выступаю на конференциях. And so I'm really excited about that, and we'll see you guys after break. Don't forget to write out questions. Не забывайте записывать свои вопросы. Drawing. Что будет at the end? End of the day? В конце дня мы сделаем.